Всем привет, с вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный творческий мир. В этом мастер-классе я поделюсь с вами процессом изготовления своей авторской ключницы с объемным слоном. Подробный список материалов, которые понадобятся для работы, как всегда, находится в описании под видео. Для основы работы я использую плиту ДСП размером 20 на 25 сантиметров. Из тонкого плотного картона вырезаем фигуру слона. Ссылку на изображение вы найдете в описании под видео. С изнаночной стороны в отверстие вклеиваем крючки. Как сделать такие крючки, у меня есть отдельное видео. Ссылку на него вы найдете в описании, а также подсказка появится на экране. Нижнюю часть работы и раму оклеиваем бумажными полотенцами. Используем клей ПВА, разбавленный наполовину водой.
Далее слону необходимо придать объем. Для этого я использую обычную бумагу. Но если вы новичок в творчестве, то я советую использовать фольгу, так как фольге легко придать необходимую форму. Для оклеивания основы я использую обычный бинт. Его можно предварительно намочить в клее ПВА, тогда грунтовать дополнительно нет необходимости. Также бинт можно приклеивать на полимерный клей. Это даже удобнее, потому что полимерный клей быстро сохнет. Хаотично обматывать основу нитками совсем не обязательно. Это мой личный авторский прием, эффект которого мне нравится. Покрываем основу клеем ПВА.
Монеты перед приклеиванием советую процарапать крупнозернистой наждачной бумагой и обезжирить. Это делается для того, чтобы они лучше держались на термоклее. Окрашиваем работу черной акриловой краской. Далее на работу наносим металлики. Я использую бронзу, светлое золото и белый перламутр. Бронзу наношу более плотным слоем, а золото и перламутр лишь слегка. Черной акриловой краской исправляю помарки. Работу покрываю несколькими слоями акрилового лака с промежуточным высыханием каждого слоя. Далее уже по желанию работу можно дополнительно декорировать стразами. Ключница готова, фигурка слона получилась объемной и довольно прочной. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Как всегда, огромный привет моим самым замечательным в мире подписчикам. Я действительно всех вас очень люблю, ценю, крепко обнимаю и целую. Я благодарю каждого из вас за то, что вы у меня есть. Ваши замечательные теплые слова всегда меня поддерживают и греют мою душу. Все ваши добрые пожелания мне очень приятны и искренне взаимны. Желаю всем вам, чтобы у вас все всегда получалось в творчестве. Будьте счастливы, любите друг друга. Всем моим зрителям желаю мира, добра, благополучия, крепкого здоровья, творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!